Всем привет! Меня зовут Юлия Гензин. Вы находитесь на моем канале в YouTube, который посвящен интерьерному вязанию. Мы с вами много говорили уже про мозаичное вязание крючком, а сегодня я хочу вам показать, что у меня есть еще связанного, а главное, это видео должно ответить для вас на вопрос, чтобы такого интересненького связать. Итак, давайте посмотрим, какие техники я выбираю для интерьерного вязания. Прежде чем вам показывать разные вещички, которые у меня тут есть, хочу вам сказать одно, что я подбираю техники таким образом, чтобы они удовлетворяли нескольким важным для меня признакам. Во-первых, они должны быть простые, потому что я люблю получать в процессе, как вы знаете, от вязания удовольствие. Поэтому мне бы не хотелось слишком скрупулезно вязать там по сложной схеме или использовать много-много разных каких-то столбиков внутри. Поэтому я выбираю простые техники, которые как по маслу позволят мне связать интересные какие-то вещи. Да, эти техники должны быть интересные, то есть должны появляться какие-то вещи в результате, которые пусть даже простые, но при этом эффектные. И кроме того, техники должны быть универсальные. Я обожаю те из них, которые позволяют, например, сделать разного размера полотно, не только размера, но и формы. Например, квадрат или прямоугольник, из центра или прямыми рядами. То есть если одна техника позволяет мне универсально ее крутить в разных направлениях, значит, это мое. Поэтому все вещи, которые я вам сегодня буду показывать, они выполнены как раз вот в таких техниках, которые позволяют мне и развлечься в процессе, и получить отличный результат. Начнем с самого простого, пожалуй, вот с этой подушки. Посмотрите внимательно на подушку. И что мы видим? Во-первых, ну так, издалека мы видим прекрасный пример геометрического узора. Очень хорошо, отлично ложится в любой интерьер. Можно как себе связать, так и в любой дом. Кроме того, цвета я здесь использовала тоже довольно комфортные, поэтому любой человек будет рад такой подушке. Какую технику я использовала? Давайте я вам покажу поближе. Если вы присмотритесь к полотну, то вы узнаете этот узор, безусловно. Его часто называют moss-stitch. Я называю его шахматка. Шахматка – это чередование столбика и воздушной петли. Но посмотрите, как круто эта техника смотрится вот в таком вот виде. Почему заворачивается немножко узор из центра? То есть почему, вот если вот так повернуть, то вот классический квадрат, да, шахматный. Но почему он немножко повернулся и превратился в ромб? Потому что эта наволочка сшита по принципу конверта. Если вы со мной, опять же, давно, вы знаете, что я очень люблю такие наволочки. То есть я вяжу большой квадрат, больше размером, чем наволочка, а на обратной стороне складываю его в виде конверта, видите? То есть вот эти вот я сделала шов вот здесь, на нижнем крае. А верхний край, ну, в данном случае я просто сделала тут завязки, несколько штук, и завязываю, чтобы наволочка была съемной. Помните, я не умею шить, поэтому молнии здесь я вшить бы не смогла. Если вы умеете, самое время потренироваться в своих навыках. Но я сейчас использую уже даже не завязки, а пришивные внутренние кнопки. Тоже очень удобно. То есть вы здесь вот с этой стороны изнутри пришиваете несколько кнопок и застегиваете вашу наволочку. Но самое крутое, конечно, в этом вот способе заворачивания наволочки в конверт, как здорово поворачивается рисунок, как здорово смотрятся здесь цвета. Что нам позволяет вязать шахматка из центра, например, вообще шахматка, все что угодно, потому что ее можно вязать как из центра, так и по кругу, так и прямыми рядами. Соответственно, я вяжу ей все. И подушки, и пледы, и ковры. Идеальное полотно, нормальной плотности, ничего никуда не заворачивается. Можно экспериментировать с цветами, очень круто получается. Более того, шахматкой можно вязать не только квадрат, но и прямоугольник. То есть начинать с цепочки воздушных петель. В общем, это максимально универсальная техника, которую я только встречала. Я ее описывала вам в своей второй книге, которая называется «Уютная геометрия». Плюс здесь на YouTube у меня есть отдельный урок по шахматке. Посмотрите, пожалуйста. Шахматка из центра. Там как раз я объясняю, как вязать и квадрат, и прямоугольник. В общем, таких подушек и пледов, мне кажется, в каждом доме должно быть точно много. И это просто, как вы понимаете, здесь, как я уже говорила, столбик без накида и воздушная петля. То есть больше никаких здесь технических приемов и сложностей нету. Ну, давайте посмотрим, что еще у меня есть. Ну, например, вот эта подушка. Эта подушка двусторонняя. Одна сторона выглядит вот так, а вторая сторона выглядит вот так. Кроме того, я думаю, что даже видеокамера это передает, вот эту вот пухлость этой подушки, ее рельеф.
ее такую вот потрясающую тактильную прелесть. Всего этого помогает добиться рельефное вязание, вязание, основанное на рельефных столбиках. В данном случае эта техника, которую я здесь использовала, называется баварское вязание. Баварское вязание тоже максимально универсальная техника, может выглядеть совершенно по-разному, но в основе ее всегда вот такие вот вафельные квадратики, видите? Вот такие вот разные вафельные квадратики. Их вафельность как раз объясняется рельефными столбиками. Каждый вот такой квадратик, он вяжется, по сути, из двух рядов. В первом ряду мы набираем много-много столбиков, так называемых пышных столбиков, а во втором ряду мы их провязываем одновременно и получаем вот такие вот выпуклые квадратики. Что нужно понимать про эту технику? Что, как я и сказала, она универсальна, ее можно вязать как из центра, так и по кругу, так, естественно, и прямыми обратными рядами. Если мы вяжем из центра, я люблю из центра, то можно вязать как квадрат, так и прямоугольник. И все у наших ног. То есть ее можно использовать, соответственно, везде, где только хочется. И пледы, и подушки, и ковры, все, что вам захочется. Но что нужно понимать? Поскольку в основе этой техники лежат вот эти самые пышные столбики, рельефные столбики, она забирает очень много пряжи, потому что вы много-много накручиваете накидов и уходит много пряжи. Если у вас есть остатки от других проектов, то баварская техника вам отлично подойдет, потому что она съест практически все. Если вы для этого проекта готовы покупать новую пряжу, имейте в виду, что она много-много пожрет. Но взамен вы получите именно вот это вот не плоское полотно, да, рельефное полотно, которое очень... Вот я сейчас прям с вами разговариваю и трогаю ее, и не хочется ее выпускать из рук. В данном случае я вязала 2 квадрата и потом просто их сшила по периметру. То есть эта подушка полностью зашивная, но опять же можно оставить одну сторону не зашивать и здесь сделать невидимые кнопки или пуговицы или молнию, если вы умеете шить. Либо можно было бы сделать один большой квадрат, как мы делали с шахматкой, и вложить подушку по принципу конверта, и тогда бы она у нас вот так немножко повернулась и стала бы похожа, смотрите, на такие цветочки вложенные. Баварская техника, конечно, предусматривает игру с цветом. Здесь можно вязать ее двухцветную, да, то есть просто менять каждые 2 ряда цвета. Можно многоцветную, можно использовать градиентно окрашенную пряжу. Можно самим делать градиент, то есть постепенно начинать, например, с самого светлого оттенка одного цвета и постепенно уходить в более темные его цвета. Здесь большой простор для фантазии и, повторю, много-много-много чего можно связать. Ну, вы думаете, у меня одни подушки, это правда, но не совсем. Давайте я вам покажу не подушку. Этот проект я вязала для 3-й книги, в которой будет отдельная глава про пулинг. Это такой небольшой детский плед, он, правда, небольшой. Вот такой вот, надеюсь, вам немножко видно. Это не жаккард, как может показаться издалека. Вот так выглядит полотно. Эта техника называется пулинг. Вы могли уже о ней слышать, у меня на канале выходили несколько видео о том, как подбирать пряжу для пулинга. Это, конечно, магическая техника. Я действительно, вот знаете, часто можно услышать от людей, которые не занимаются рукоделием, что то, что мы делаем, это похоже на магию или волшебство, потому что непонятно как. То есть со стороны не очень понятно, как все это происходит. Так вот, в смысле пулинга я готова согласиться с этой репликой, потому что это правда магия. Пулинг – это техника, когда вы с помощью секционно окрашенной пряжи вяжете вот такие вот геометрические узоры. Если приглядеться, это не просто квадратики, это такие ромбы, в которых еще есть на самом деле 3 цвета. Да? То есть здесь есть темно-бордовый, светло-красный и еще розовый. В чем круть пулинга? В том, что действительно вы берете одну нить, которая секционно окрашена, и из нее получаете вот магическое такое как бы жаккардовое полотно. Но есть нюансы, как и всегда. С одной стороны, действительно, вяжете как по волшебству, то есть нитка сама ложится, и вот получаются разного вида ромбы. С другой стороны, действительно, нужно приложить некоторые усилия в начале, то есть нужно рассчитать петли так, чтобы они потом как бы сами ложились. Но, как я все время говорю, пулинг – это, конечно, магия, но она требует не только усилий, но она требует покорности. В том смысле, что в пулинге узор сильно давлеет над формой полотна. Поэтому, если вы в Пинтересте забьете пулинг, вы увидите, что в этой технике вяжут совсем немного вещей. В том смысле, что много вещей, но
совсем не в разных областях. Чаще всего в пулингом вяжут как раз пледы, да? Иногда вяжут шарфы, палантины, и как бы и все, ну подушки еще. Потому что сложно рассчитать ширину и длину полотна. Тем более сложно изменить его форму. Обычно вяжут либо прямоугольники, либо квадраты. Почему? Потому что, повторю, орнамент сильно давлеет. В вязании пулингом не соблюдается правило, к которому мы привыкли. То есть там нельзя, например, связать образец, рассчитать раппорт и потом много-много дублировать раз, да, этот раппорт. Так не пойдет, потому что этот рисунок у вас получится, например, на 50 петлях, а на 100 петлях он уже не получится. Там чистейшая математика, вы можете это изучить и по моим урокам в YouTube, и это будет тоже в 3-й книге. Но там знаете, какой кайф? От пулинга азарт в том, как вам удается уложить пряжу. Реально, вот уложить пряжу в этот рисунок. Сейчас я вам покажу вот такую вот подушку. Видите, здесь больше цветов. То есть, если здесь в этом пледе было 3 цвета всего, то здесь, по-моему, 7 или 8 цветов. Видите, как круто они легли. То есть, есть внешний белый ромб, внутри него есть перекресток. То есть, это уже похоже на рисунок шотландку. Да? И это тоже пулинг, просто другая пряжа. И в данном случае, поскольку, как я говорила, да, рисунок давлеет над полотном, я связала прямоугольное полотно. Я сразу поняла, что вот такой рисунок получится. И потом его сшила, и получилась вот квадратная подушка. Что еще надо понимать про пулинг? Что для него нужна специальная пряжа. Не всякая секционно окрашенная пряжа подойдет для пулинга. В этом есть сложность, потому что такую пряжу найти бывает иногда нелегко. Но еще раз обращаюсь к моему видео «Как определить пряжу для пулинга», я там как раз про это рассказываю. Но вещи получаются реально очень эффектные и магические. И главное, процесс вязания, конечно, как раз под сериал. То есть вы рассчитали в начале, и дальше вяжете. Но контролировать, конечно, надо, да, чтобы петли никуда не уехали, но в целом действительно они сами ложатся в рисунок. Так, что еще вам показать? Давайте покажу вам что-нибудь жаккардовое. Жаккард я очень люблю. Жаккард, конечно, в отличие от мозаики. Мозаика, кстати, сильно нивелировала жаккард, мне кажется. То есть вот эта вот мозаика, по сути, это ложный жаккард. А мозаика как будто бы нам доказала, что мучиться не надо со сменой нити, поэтому зачем вообще нам жаккард? Но все же жаккард позволяет делать, в отличие от мозаики, любой рисунок. И так магически работать с цветом, что, конечно, можно получить потрясающие совершенно вещи. Ну, любимая многими подушка. Вот такая вот. Это жаккард по кругу. Я вяжу жаккард без протяжек. Я вяжу столбиком без накида за дальнюю стенку, потому что именно этот способ в итоге я для себя выбрала, чтобы получать максимально ровный рисунок, максимально четкий, потому что иначе зачем жаккардом заниматься. В данном случае я еще и поиграла с цветом. Здесь черный фон, и на черном фоне секционно окрашенной пряжи я вывязывала вот такие вот ветки. Рисунок этих веток довольно известен, он есть в моей копилке схем. Если вам нужно, напишите потом в комментариях под этим видео, я вам дам ссылку на эту копилку схем. Там, в частности, есть вот такие вот ветки. Что для меня было важно в этой подушке? Ну, во-первых, поиграть вот с секционно окрашенной пряжей на черном фоне. Я давно хотела. И хотя сама эта секционно окрашенная пряжа мне не очень нравилась по своим цветам, вот если вы приглядитесь, вы увидите там довольно адовые такие оттенки красного и желтого, оранжевого. Но я именно хотела посмотреть, как это будет выглядеть на черном фоне, понимая, что они просто будут как будто бы они на солнце лежат, как будто бы такие кувшинки лежат на солнце и переливаются. И я оказалась права, действительно получилось отлично. Какие были сложности? Пряжа была тонкая, 300 метров на 100 грамм, крючок пришлось взять 3,5, и где-то к середине я проклела уже все. Потому что черный цвет, нифига не видно. Вот, поэтому я каждый раз держу эту подушку в руках, но вспоминаю, как было нелегко ее вязать. То есть это было удовольствие в процессе от появляющегося рисунка, но технически было сложновато. Поэтому вязала я ее долго, я ее откладывала, у меня были параллельно другие проекты. Но теперь, когда она у меня вот дома, я радуюсь каждый раз, потому что это стоит того. И на примере этой подушки как раз я вам хотела сказать, что секционно окрашенная пряжа, конечно, в интерьерном вязании получила совершенно второе дыхание, новую жизнь,
Не бойтесь ее использовать, но грамотно подбирайте к ней однотонного компаньона. В тех техниках, где требуется 2 и более нити, вот как в жаккарде или в мозаике, или я вам покажу еще интерлак потом, не бойтесь ее использовать, потому что либо она на фоне однотона, либо можно еще было бы, например, связать однотонные листья на фоне многоцвета. Можно получить потрясающий эффект, будет очень красиво, и, как вы понимаете, оттенков таких градиентов очень много, поэтому и возможностей их применения очень много, вариантов получится бессменное количество, поэтому экспериментируйте, это может быть очень красиво. В данном случае еще что стоит сказать, что это бесшовная подушка, но в том смысле, что я вяжу всегда жаккард по кругу, начиная вот с набора петель по краю, соответственно, у меня нижнего шва нет никогда, то есть я ее делаю как такую торбу, то есть здесь делаю цепочку воздушных петель и начинаю ее вот так вот обвязывать. Нити я меняю по боку, ну не меняю, в смысле перекрещиваю, так-то они, поскольку это жаккард без протяжек, я тяну одну нить внутри полотна. Сверху я ее в данном случае зашила, но опять же повторю, что можно сделать и внутренние бесшовные кнопки, в смысле бесшовные, внутренние пришивные кнопки или пуговицы, как вам, или завязки, как вам больше нравится, или молнии, если вы умеете шить. То есть, безусловно, круговой жаккард я часто использую для подушек, плюс еще для чехлов. Я люблю очень вязать чехлы для планшетов и компьютеров. Там жаккард тоже отлично смотрится. Единственное, что показать сейчас мне вам нечего, потому что все роздано. Но я покажу на примере моего мозаичного чехла. Вот у меня мозаичный есть чехол. То же самое, связан по кругу, тоже бесшовно. То есть вот начиная с цепочки петель. И дальше мы начинаем обвязывать. Вот в данном случае я использовала и пришивную такую вот застежку. Заказывала на ярмарке мастеров. У нее вот есть сразу такие отверстия, поэтому мне, как человеку не шьющему, очень удобно было просто протянуть шнурок и завязать на изнаночной стороне. И здесь кнопка. Но плюс еще я там использовала как раз те самые внутренние пришивные кнопки. Сейчас я вам их покажу. Вот видите, одна и вторая. Вот так это выглядит. Вот они. И с этой стороны вот так. Очень удобно. Компьютеру там тепло и хорошо и мягко. И, естественно, то есть это мозаика, повторю, а можно вязать так жаккардом. И, собственно, и шахматкой, и будет очень хорошо и удобно. Но продолжим дальше говорить про жаккард. Сейчас я вам покажу еще из недавнего. Это вот этот вот солнечный такой коврик. Попробую вам вот так его показать. Вот, такой веселый, бразильский немножко, или, может быть, испанский или португальский такой коврик. Коврик-дорожка. Техника жаккард, тот же самый, жаккард без протяжек. У него с одной стороны и с другой стороны бахрома. Это техника обрывного жаккарда, потому что, как вы знаете, я вообще топлю за обрывное вязание. Обрывное вязание позволяет нам, собственно, обрывать нить, не переворачивать полотна на лицевую и изнаночную сторону. Зачем я это делаю? Во-первых, как вы уже знаете, я люблю получать удовольствие в процессе. А если я вяжу большие проекты, например, плед или ковер, мне совершенно не доставляют удовольствия, его все время поворачивают туда-сюда. Во-вторых, в смысле жаккарда, я люблю вот этот вот жаккард, который вяжется столбиками без накида за дальнюю стенку, а он предполагает либо вязание по кругу, либо никак. То есть лицевое должно быть вязание. Соответственно, обрывной жаккард мне позволяет оставаться в этой технике. Да, панно, вот если я вяжу панно, небольшие панно, я имитирую обрывной жаккард, но на самом деле нить не обрываю. То есть просто когда я перехожу на изнаночную сторону, я разворачиваю крючок и продолжаю вязать, как будто я нахожусь на лице. Так делать можно, но это сильно замедляет процесс, и удовольствия там уже остается немного. Но, повторю, если небольшой проект, я могу себе это позволить. Я вам показывала как-то панно с 2 оленями, вот такое небольшое. Вот его я вязала такими вот поворотными рядами, но с имитацией лицевого вязания. Но если дело касается ковров или пледов, никакого поворота, только обрывное вязание. Пряжу мне не жалко. Попробуйте на небольшом образце, получите большущее удовольствие, поверьте мне. Что еще важно сказать про этот коврик? Вязать его несложно и недолго. Потому что в основе его лежит очень простая схема. Это простые такие ромбики. Вот, видите? Такие яркие краски получаются за счет применения градиентного шнура. Я в этом коврике экспериментировала с градиентным шнуром. Я
хотела, то есть я так и сделала, я взяла одинакового цвета градиентный шнур, от одного клубка я взяла одну нить, от другого другую, чтобы секции не пересекались, и дальше наложением начала вязать. Отсюда получились вот такие вот интересные цветовые переходы. Но есть места, где мой эксперимент меня подвел, например, вот этот вот кусочек, где вот если близко смотреть, да, там эти ромбики видны, но на самом деле там просто совпали чуть-чуть секции, и получилось такое вот издалека цветовое пятно. Это то, о чем я вам все время говорю, что если вы используете градиентно окрашенную пряжу или шнур, следите за тем, чтобы секции не пересекались, потому что будут такие цветные пятна. Вот в этом ковре как раз я его теперь все время показываю, как такой вот пример. Но если близко присмотреться, там видны ромбики, что тоже, в общем, меня несколько извиняет. Что еще нужно понимать про этот плед? Я люблю очень цветные полотна, про этот ковер, простите, я очень люблю цветные полотна, но в жаккарде я не люблю тянуть много нитей. Извините, вот так вернулись. В жаккарде я не люблю использовать много цветов, потому что не люблю тянуть за собой в одном ряду очень много нитей. Поэтому я стараюсь в одном ряду использовать только 2 цвета. В данном случае градиентно окрашенный шнур меня спас, потому что все равно я тянула только 2 нити, а цвета менялись сами с собой. Но что делать, если все-таки хочется цветное полотно, но не хочется много нитей в одном ряду? И тогда я соблюдаю правило 2 цвета в одном ряду, но меняю их. То есть я меняю их не в одном ряду 10 цветов, а от ряда к ряду я меняю вот эту пару цветов. И тогда можно получить цветные полотна. Как мне вам это продемонстрировать сейчас? Давайте посмотрим. Ну, давайте я вам покажу вот этот ковер. На нем некоторые орнаменты как раз вам это продемонстрируют. Вы этот ковер могли у меня видеть в Инстаграм. Я думаю, что весь он сейчас в экран не влезет. Вот такой вот ковер. Вот так я вам его покажу. Я назвала его ковер с оленями, потому что он действительно с оленями. Так, сейчас мы все-таки вот так выровняем, да. Потому что он с оленями, вот. Значит, что в нем крутого? Это, опять же, обрывной жаккард, то есть мне не нужно было ворочать его. По периметру у него вот такой вот геометрический узор. И центральный элемент олени. Я рассчитывала таким образом, чтобы можно было связать по схеме 2 разных ковра. Один побольше с 4 оленями, другой у меня еще есть схема поменьше с 2 оленями. И теперь сейчас я вам покажу на этом ковре, что такое цветное полотно, в котором все-таки всего 2 цвета в ряду. Вот посмотрите на вот эту вот кайму. Кажется, что она, в общем-то, цветная. Но действительно, мы видим красный цвет, розовый, серый и белый. Целых 4. Но если вы приглядитесь, то вы увидите, что в одном ряду везде всего 2 цвета. Сначала это белый и красный. Потом красный ушел и остался белый с серым. Потом серый здесь ушел, остался опять белый с красным. Потом опять белый с серым. Здесь ненадолго серый ушел и остались розовый с белым. Потом розовый ненадолго ушел, остался опять белый с серым. И далее в том же духе. Таким образом, вот это правило, оно мое золотое. Если я хочу получить цветные полотна, совсем не обязательно в одном ряду использовать много цветов. Нужно просто расположить и менять их в парах, а не в одном ряду. Конечно, когда мне нужно, например, на белом фоне связать вот таких вот черных оленей, мне приходится уже выкручиваться. То есть тут надо было бы, я думаю, что вязать интарсией. А если вы знакомы с интарсией, вы понимаете, о чем я. Если нет, то это вывязывание крупных участков цветных, там где-то, например, в середине полотна. Обычно интарсии вяжут какие-то вот такие мотивы, знаете, вот картины или что-то. То есть один какой-то большой мотив и на другом одноцветном фоне. В чем сложность интарсии? В том, что мы не тянем вот эту вот нить, которая связан центральный мотив, мы оставляем пару клубков этого цвета и поднимаем их, когда доходим в полотне до этого мотива. Почему мне это не нравится? Потому что мне не нравятся вот эти вот болтающиеся на изнаночной стороне клубки, которых нужно не перепутать, не перекрутиться. В общем, это довольно сложно. То есть это уже не предполагает
такое приятное времяпрепровождение на диване, потому что надо как-то их располагать и следить, чтобы они не запутались. Поэтому здесь я решила обрывать так обрывать, поэтому я обрывала нить. То есть между ними я тянула черную нить, просто чтобы не было просаживания по плотности полотна. А потом я ее обрывала, чтобы не тянуть уже до конца. Но кто-то в чате вязал у нас двухцветный такой ковер, то есть и черные олени на белом фоне, и черный же такой узор. И тогда это, конечно, сильно проще. Но в любом случае, при таком непростом проекте обрамной жаккард, конечно, делает вашу жизнь гораздо проще и быстрее все это вяжется, и с большим удовольствием. Так, это мы с вами говорили про жаккард. Что у нас еще есть? Ну, конечно, тунис. Сейчас я вам покажу вот эту подушку. Вот так вот близко ее покажу. Это тунисское круговое вязание тунисским, соответственно, крючком. Вообще, тунисское вязание я очень люблю, ту его часть, которая касается кругового вязания. Если вы не знакомы с тунисским вязанием, то визитная карточка его вот такие вот вертикальные столбики. В данном случае я использовала два узора, я их называю соты, вот этот вот, и капли. Они похожи, вроде одно и то же, но не то же самое, разный эффект. Вообще тунисский крючок — это такие вертикальные столбики, тунисским крючком вяжут одежду, все. Тунисский крючок может имитировать даже спицевое вязание, за это его и любят, но есть, как всегда, нюансы. Тунисское полотно довольно плотное получается, поэтому там используют более тонкую пряжу и так далее. Я из тунисского вязания взяла только круговое от 2 клубков, двухцветное, и мне очень нравится, как оно ложится в интерьерном вязании. Что я вяжу? Собственно, круговые изделия бесшовные, прежде всего это подушки. Вот такая вот подушка, еще раз покажу близко. Действительно, видите, похоже на медовые соты. И, конечно, я вяжу чехлы. Вот чехол, связанный с хлопкового шнура. Это как раз узор капли. Бесшовный, очень удобно. Здесь, опять же, использован клапан. Тот же самый, на ярмарке мастеров заказывала. Вот такой, здесь уже без внутренних кнопок. Просто вот такой вот чехольчик. Поскольку, как я говорила, тунисское полотно плотное, для чехлов прям самое оно. Тунисское вязание, пожалуй, одно из самых медитативных. Вы орудуете, тунисский крючок, он такой длинный, вы орудуете им как смычком, так, знаете, от скрипки. Состоит оно из 2 рядов прямого и обратного. В одном ряду вы набираете петли, в другом вы их провязываете. Это что-то среднее между вязанием спицами и вязанием крючком, но очень просто, очень медитативно. Это вот такой вот, это совсем про сериал. То есть если в пулинге, вот как мы говорили, нужно вначале хотя бы что-то рассчитать, здесь рассчитывать ничего не надо. Здесь вы просто вяжете очень медитативно. Вот, поэтому вот из туниса я использую круговое от 2 клубков. А сейчас я вам покажу другую штуку, в которой как раз есть тунисские столбики. Это вот такой небольшой коврик у меня, тоже из хлопкового шнура связан. Вот такой вот. Техника называется интерлак или энтрилак. Я эту технику, она очень многогранна, очень универсальна тоже. Я ее люблю, ее диагональную часть, то есть тот интерлак, который вяжется не по прямой, а который вяжется от угла. Вообще диагональное вязание самая крутая штука, которая только может быть, потому что как раз диагональное вязание позволяет передумать насчет формы полотна прямо в процессе его. То есть вы начали вязать вроде квадрат, потом решили, давай будет прямоугольник, и вы тут же начинаете вязать прямоугольник. Очень круто. И на самом деле диагональное вязание, оно же может быть не только интерлаковое. Но ладно, это мы потом. Значит, вот интерлак, то есть вяжется от угла, но в данном случае не от этого, а вот от этого. И дальше вот таким вот манером по диагонали вывязываются вот такие квадратики. Здесь ничего не сшиваются, не думайте. То есть я не навязала 50 вот этих квадратиков, потом их не сшила, нет. Это просто вот они вот так вывязываются по диагонали, в данном случае со сменой цвета. Вот, посмотрите, как клево получилось. Так вот, я вам говорила только что про вертикальные тунисские столбики. Вот, посмотрите. Вот они, видите? Вот они, вот эти вот палочки, это классические тунисские столбики. Интерлак, собственно, он и основан на вязании тунисом.
но вот таких вот небольших квадратных форм. На самом деле не только квадратных. Можно уже вязать и из прямоугольничков таких. Вот эта подушка, связанная в той же технике, тоже от угла. Это 2 квадрата, сшитых вместе. Но здесь, видите, не квадраты, а прямоугольники. И вот получается вот такое вот полотно. Эту подушку связала мне Ирина Виноградова, моя подруга, для моей 3-й книги. Ира, привет! Вот, но вернемся к коврику. Значит, что нужно понимать про тунисское вязание в данном случае, ну вот интерлак. Тоже просто, универсально. Хотите квадратный коврик, хотите прямоугольный, конечно, это может быть и плед легко. Но если мы вяжем прямое вот такое полотно, не круговое, то вот такие вот тунисские столбики прямые, они способствуют закручиванию полотна. Вот если приглядеться, видите, вот оно здесь начинает вот так вот закручиваться в рулик. Если это плед, это не страшно, но если это ковер, это может принести вам неудобство, потому что будет цепляться за него ногами, будет не очень приятно. Поскольку я вязала этот небольшой коврик для книги, для фотографий, то я его отпарила, и этого было достаточно. То есть он нормально себя ведет, полотно лежит, все хорошо. Но если бы я использовала его в жизни, я бы все-таки его обвязала столбиком без накида хотя бы. Потому что это бы избавило от вот этих вот закручивающихся краев. Помните про это, когда будете вязать, если вдруг будете вязать ковер в этой технике. Но для пледа, я повторю, это не критичный плед, я бы не запаривалась и не обвязывала. Ну и, конечно, интерлак – это крутая тема для использования остатков, безусловно. То есть можно их распределить гармонично и получить вот такое вот интересное полотно. Что еще нужно понимать про интерлак, что, конечно, это хвостики. То есть мы вяжем, еще раз расскажу, вот мы вяжем, начиная там с этого квадрата, оборвали нить, спрятали хвостик. Дальше связали 2 следующих квадрата, оборвали нить, спрятали хвостик и так далее. То есть у вас по одному краю начнут копиться вот эти вот хвостики. Мой совет – прятать их сразу. Это избавит вас от этого дамоклового меча, что вот потом в конце вам все это нужно будет прятать. Оборвали, сразу спрятали, забыли. Оборвали, спрятали, забыли. И тогда и радости будет побольше, и удовольствия, и вещь будет поприятнее выглядеть в процессе. И не будет вам доставлять никаких проблем. Так, что еще вам показать? Пожалуй, это все. Ну, сейчас я вяжу немного мозаики, немного жаккарда. Из мозаики вот у меня будет еще отдельное видео по поводу этого пледа, как я вам и обещала. Сейчас я покажу вам, какого он размера. Он уже большой. Вот такой вот. Это мозаика из центра. Это будет большой квадратный плед. Вяжу я его из пряжи Дундага. Отсюда и такие прекрасные, чудесные просто цветовые переходы. Я впервые вяжу из Дундаги. Это чистая шерсть. Я купила несколько пасм. Как раз замерю расход, потому что это самый частый вопрос. Ну и, конечно, это первый мой опыт вязания пледа из чистой шерсти. Я вот сейчас его прикладываю к себе, у меня веет теплом, таким приятным очень. И в процессе вязания меня спрашивали, не жарко ли мне вязать. Вчера я ощутила, что жарко, он же лежит на коленях, поэтому действительно теплая вещь. Ну и, конечно, Дундага, как и Кауни, хотя мне сказали, что Кауни поярче все-таки оттенки. Вот Дундага мне очень нравится такими вот, как я это называю, как будто бы с цветов срезали, с цветов, в смысле, с оттенков срезали несколько слоев, и вот получились такие очень спокойные, очень уравновешенные, очень природные оттенки, на которые очень приятно смотреть. Потому что если приглядеться, мы здесь видим буйство красок. Здесь и зеленый, и травяной, и коричневый, и несколько оттенков желтого, и несколько оттенков красного. Но посмотрите, как здорово они легли, какие чудесные переходы, как мягко это все выглядит, как это все органично легло. Конечно, способствовал этому молочный цвет. Вот этот молочный, на самом деле он не молочный, а такой очень натуральный, естественный оттенок, который служит фоном в данном пледе. То есть я выбрала его как бы таким однотоновой поддержкой, и на его фоне вот располагаются разные цветные полосы. Конечно, этот цвет сглаживает буйство красок и как раз немножко так вот уравновешивает и держит в одной канве. Но мне очень нравится, как получается, я поэтому вяжу его изо всех сил. Будет отдельное видео по этому пледу, я дам там ссылку на схему, чтобы вы смогли и себе связать такую красоту. И знаете, кстати, я вот после, я еще после другого квадратного ковра убедилась в том, что квадратное полотно не менее крутое, чем прямоугольное, в смысле пледа, например.
что в квадратный плед также удобно закутываться. Ну, конечно, если позволяет размер. На диване в квадратном пледе очень удобно сидеть, потому что он не сильно падает на пол. И вообще квадратное полотно, конечно, получило в моих глазах совершенно новую жизнь. Вот, поэтому следите за обновлениями. Буду еще в Инстаграме показывать, как там идут мои дела с ним и как мои успехи. Что я хотела вам сказать этим роликом? Я хотела вам сказать, что, во-первых, ни одной мозаикой мы живем, а во-вторых, что есть куча интересных техник, которые можно применить в интерьерном вязании, и вы наверняка все их знаете. Вы наверняка все эти узоры уже умели вязать, применяли их в одежде или в чем-то еще. Я хотела вам продемонстрировать, как здорово они ложатся в интерьер, как здорово можно их поворачивать в зависимости от задач. В моей второй книге, которая называется «Уютная геометрия», как раз я вам даю базовые вот эти техники, там и шахматка, и шевроны, и зигзаги, и мотивы, с помощью которых вы на них можете сидеть вообще всегда, потому что они настолько универсальные, что вы можете с ними связать все. То есть взять хотя бы даже шахматку. Вот в шахматке можно вязать и подушки, и пледы, и ковры, и разные, и цветами играть, и однотонные, и монохромные, и какие угодно. Ну, уж не говоря про жаккард и про пулинг, и про все остальное. Можно брать простые техники, делать из них изумительные вещи и очень разнообразные. Как раз хотела вам, вот мы с Фимой, вот это вот слон без ушей мой, без ушей, потому что уши очень тянули вниз. Вот мы с Фимой вам желаем вязать побольше, изучать новое. Смотрите мои ролики на YouTube, начните с шахматки, если вы еще не знаете про шахматку. И мы будем рады прочитать с Фимой ваши комментарии под этим видео. Что вам больше понравилось, что вы уже умеете, что для вас ново. Может быть, вы уже давно вяжете, например, интерлаком, или там шахматкой, или тунис по кругу вы тоже используете в интерьере, или вяжете что-то другое. Мне будет очень интересно с вами обсудить. Может, вы используете какие-то другие узоры и техники для интерьерного вязания. Тоже интересно, давайте посмотрим. Я тоже что-нибудь попробую. Про жаккард очень интересно, как вы вяжете жаккардом, как вам обрывной жаккард, или вы все-таки предпочитаете поворотный. Какие столбики вы используете? Вот я использую столбик без накида, может быть, вы вяжете со столбиком с накидом, вам так больше нравится. Очень интересно будет, как обычно, почитать ваши комментарии. Вы знаете, я на них отвечаю, поэтому пишите, не стесняйтесь, давайте обмениваться опытом. И напоследок еще главное пожелание – будьте здоровы. Пока-пока.